Приветствую вас! Если вы любите салаты из свежей капусты, но приелось банальное сочетание ее с овощами, основательно рекомендую вам воспользоваться именно этим рецептом. Смотрите видео, и вы поймете, почему я так настаиваю. Нашинкуйте капусту на мелкую соломку острым ножом. Или воспользуйтесь для этого специальной теркой. Чем моложе капуста, тем она сочнее. Сейчас продают поздний сорт, который более плотный, поэтому я всегда рекомендую сжимать нарезанную капусту руками, чтобы она стала немного мягче. Нашинкуйте на корейской терке свежую морковь. Можно нарезать ее тонкой соломкой вручную. Точный список всех продуктов вы сможете посмотреть под видео в описании. Сразу замечу, что по цене этот салат недорогой. Натирайте на крупной терке твердый сыр. А еще будет вкусно, если использовать копченый. Он еще продается в форме колбасы. Очень мне нравится, как он сочетается с капустой в этом салате. Добавляйте молотый перец и соль. Перемешивайте. В качестве заправки использовать советую майонез или заменяйте его натуральным йогуртом. А вот со сметаной мне, честно говоря, не особо сильно понравился этот салат. С майонезом или йогуртом он получается очень вкусным. Этот салат меня покорил с первого раза. Набор продуктов для его приготовления максимально простой, но в сочетании друг с другом они создают очень гармоничную композицию. Рекомендую готовить его с яичными блинами. Для приготовления теста смешивайте яйца с солью и молотым перцем. Добавляйте молоко. Хорошенько перемешивайте продукты между собой, взбивая массу. В это же время отправляйте на плиту сковороду и разогревайте растительное масло. Вливайте яичную смесь на сковороду и готовьте блины. Обжаривайте яичные блинчики с двух сторон до румяной корочки. Если они немного порвутся, не беда. Блины нужно измельчить ножом для приготовления салата. Только перед тем, как нарезать их, дайте блинам немного остыть, чтобы не обжечь руки. Точный список всех продуктов для приготовления салата есть в описании под видео. А немного ниже в комментариях попрошу вас написать, понравился ли вам этот необычный салат. Такой салат будет не просто вкусным, но еще и полезным. А еще он не сильно калорийный, так что если следите за фигурой, также можете рассмотреть этот рецепт. Капусту отправляйте в салатник и нарезайте зелень, укроп или петрушку. Также можно добавить в салат зеленый лук. Посолите продукты и перемешайте их. В качестве заправки для салата рекомендую использовать майонез. Также можно заправить продукты натуральным йогуртом или сметаной. В общем, найдет для себя идеальный вариант каждый. Я отдаю предпочтение майонезу. А еще рекомендую подавать этот овощной салат гарниру из картофеля или приготовить к нему рыбу в духовке. Либо запеките куриные голени. Их рецепты также можно найти у меня на канале. Будет очень вкусно, сочно и совершенно не скучно. Кстати, перед подачей салата к столу рекомендую дать ему постоять 15 минут в холодильнике. Так он будет еще вкуснее. Надеюсь, что этот рецепт оказался вам полезен и позволит разнообразить ваш повседневный рацион с пользой. В нашей семье его любят все. Но и я довольна, ведь в нем есть белки, клетчатка и витамины. Этот салат получил название «Неделька». А все потому, что хранить его больше недели не стоит. Я готовлю большую порцию и съедаем мы его гораздо быстрее, чем за 7 дней. Для приготовления заготовки я нарезаю ножом капусту на мелкую соломку. Если у вас есть дома специальная терка, справиться с этой задачей можно быстрее. Поздняя капуста является идеальной для приготовления подобных салатов. Ее листы плотные, но не лишенные природного сока. К капусте на корейской терке нашинкуйте морковь. Точный список всех компонентов для приготовления салата я опубликовала в описании под видео. Читайте его в любой момент. В списке продуктов есть сладкий перец. Очищайте овощ от внутренних семян и убирайте перегородку. Нарезайте перец ножом на мелкую соломку. Салат будет полон витаминов, и он настолько полезный и вкусный, что заботливые мамы могут включить его в рацион питания своих детей. Продолжайте нарезать лук на тонкие полукольца. А когда досмотрите это видео до конца, напишите в комментариях под ним, любят ли ваши дети салаты из капусты и какие овощи вы включили в их рацион с приходом осени. Подсолите нарезанные продукты, добавляйте к ним сахар, вливайте столовый уксус и растительное масло, перемешивайте салат с заправкой. Перекладывайте овощи в подготовленные стеклянные банки, заполняя их до самого горлышка. Во время этого утрамбовывайте капусту.
Таким образом, она быстрее даст сок. Хранить такой салат нужно либо в погребе, либо в холодильнике, но не более недели. На самом деле он такой вкусный, что съедите вы его гораздо быстрее. А еще есть у него секрет. Чем дольше он стоит, тем вкуснее становится. Подавать салат к столу рекомендую как минимум через несколько часов. Пусть он пропитается заправкой. Ну а если не терпится попробовать его раньше, не запрещаю сделать это, ведь у каждого из нас свой вкус.